Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно нововведений от фронтиров, касательно, ну это даже не то, что нововведение, это их мысли, которые они излагают на форуме, касательно материалов, точнее их фарма и инженеров. Ну что ж, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, АСМЯ контент. Поехали! И сейчас я буду зачитывать то, что там, собственно, написано. Приветствуем, командиры! После выхода обновления 8 мы хотели бы возобновить начатую еще до выпуска Одиссеи последовательную работу над изменением баланса. На данном этапе мы хотим обратить внимание на инженерные модификации для кораблей. Мы понимаем, что значительное количество соответствующей обратной связи касается также и модификации экипировки командира. Но хотели бы рассматривать их по отдельности, ввиду множества связанных особенностей. В частности, мы бы хотели остановиться на изменениях в числе однообразных действий, необходимых для выполнения инженерных модификаций. Ясненько. Сейчас пойдет речь по сбор материалов, доступность и необходимое время. Наиболее быстрым способом получения материалов 1-3 уровня редкости, то есть грейда, является обмен на них более редких материалов уровня 4 и 5. Стоит ли нам увеличить их количество и доступность, чтобы имело смысл заниматься их сбором? Понятно. Аналогичным образом материалы уровня 5 можно обменять на соответствующие материалы 3 и 4 уровня в рамках одной категории, но это мы и так знаем. Несмотря на это, для сбора материалов 4 и 5 уровня грейда требуется одинаковое количество времени. Следует ли нам увеличить количество подбираемых за раз материалов, чтобы учесть это? То есть они как бы обращаются к нам, но с вопросами. Также известно, что некоторые материалы найти сложнее других из-за их привязки к более редким состояниям систем в контексте фоновой симуляции событий. Сообщите, поиск каких материалов следовало бы упростить. Ну, я думаю, тут у нас сразу будет селен, фокусировочные кристаллы и, наверное, различные материалы, которые у нас даются только лишь за миссии. Ну, допустим, ладно. Для улучшения понимания данных особенностей и вносимых изменений нам также будет полезна любая информация о том, сколько примерно времени занимает сбор материалов для инженерного улучшения определенного модуля. То есть они как бы типа не знают, сколько времени нужно, чтобы закинуть, скажем, FSD в 5 грейд. Интересно. Альтернативные методы сбора. Мы понимаем, что однообразный характер сбора материалов подходит не всем. Ну, естественно, многих это просто задалбливает. Если взять те же самые сырьевые материалы, то можно посидеть вечерок у вас будет с данными через Кобру, через Анаконду. Тоже довольно неприятно, но все же реально. А с промышленными материалами, друзья, там прям капец. Там либо у нас Devs Hope, ну, поселение шахтеров, либо Горячий Юпитер, про который я снимал недавно, либо через высокоуровневые сигналы, но это прям долго. Продолжаем. Так некоторые просили предоставить способ зарабатывать материалы, занимаясь той игровой деятельностью, которая им нравится. Это уже интересно. Хотелось бы услышать ваше мнение о идее уникальных миссий, которые бы предлагали сами инженеры. Это могли бы быть повторяемые задания с наградой в виде материалов для улучшения конкретно того инженера, который выдает миссию. Расскажите, что вы думаете об этой идее и какое количество материалов относительно их сбора вручную можно было бы предложить за такие миссии. Если они это просто добавят и оставят возможность собирать материалы так, как мы привыкли, то хорошо. Если они добавят возможность, что определенные типы материалов сможем только через миссии инженера добывать, то это будет, ребята, капец. Ладно, продолжаем. Еще одна идея позволит покупать материалы за предметы, недоступные в качестве потребительских товаров. А тут внимание. В перечень таких предметов могут войти исследовательские данные, боевые облигации, это уже хорошо, то есть если вы исследователь, вы просто летите там дофига-дофига далеко, прилетаете и все дело обмениваете на материалы, если так будет, это прекрасно. А боевые облигации, ребят, ну вот, сейчас вы видите корвет, да господи, та же самая Анаконда, Крайт, Фердинанд, все что угодно, полетели там и загасили пиратов на 100 лямов, это великолепно. Но это не все. Еще опалы бездны и торговецкие сердца. То есть майнеры могут, в принципе, копать эти самые опалы, но, ребята, их понерфили в плане частоты появления. А вот торговецкие сердца, это будет хороший буст в антиксено-контенте, как я думаю. Продолжаем. Что позволило бы игрокам зарабатывать материалы в рамках выбранной игровой области. Ну, если опалы бездны поменять на что-нибудь другое, на, скажем, Пейнит, платину, то, что добывается не из ядер, это было бы интересно. Как минимум. Улучшение процесса инженерной модификации.
Некоторое время назад внесение инженерной модификации было изменено таким образом, чтобы каждая попытка изменения приводила к улучшению характеристик, однако само значение, от которого зависит переход на следующий уровень улучшения, все еще определяется случайным образом. Что это означает? То есть у нас есть два модуля, абсолютно одинаковых. Мы их делаем с первого по пятую гайку. Чтобы нам дойти до пятой гайки, мы потратим разное количество материалов. Вот о чем разговор. А это значит, что иногда одно и то же количество материалов дает минимальный прирост. Стоит ли это изменить так, чтобы до следующего уровня улучшения всегда требовалось одно и то же количество материалов? Это позволит командирам узнать точное количество необходимых материалов. То есть у нас будет фиксировано все, чтобы с первого на второй, со второго на третий, с третьего на четвертый, с четвертого на пятый. По-моему, это хорошее нововведение. Просто меньше материалов тратить будем, хотя кто знает, какой курс они там поставят. И еще другие отзывы и предложения. Отзывы и предложения по инженерным модификациям для кораблей, выходящие за рамки упомянутых идей, также приветствуются. Чтобы помочь нам собрать обратную связь и сохранить обсуждение в рамках заданной темы, соответствующий раздел будет тщательно модерироваться. Пожалуйста, публикуйте сообщения только по упомянутым вопросам и старайтесь изложить ваш отзыв конструктивно. Публикации бесполезной информации или вне предмета обсуждений впоследствии могут быть удалены при наведении порядка в разделе. Даже если ваше сообщение было удалено, вы всегда можете задать ваш вопрос в другом разделе соответствующей части форума. Заранее благодарим за выражение вашего мнения. Интересно. То есть фронтиры, грубо говоря, в этот раз советуются с комьюнити касательно этих нововведений по материалам, по инженерам и так далее. Это, конечно, приятно, но будут ли они прислушиваться и что там будут писать люди, я даже боюсь представить. Потому что, люди разные, сколько людей, столько и мнений. Естественно, все ссылочки на все эти ресурсы будут в описании под видео, чтобы вам было удобнее. Не знаю, как вас, но меня, в принципе, все порадовало. Кроме одного. Вот смотрите, мы можем давать исследовательские данные на эту тему, окей. Боевые облигации, окей. Но зачем сердца торгоидов? Просто их подбирать, их складировать-то ладно, но чтобы их довести, скажем, до того места, где вы их можете использовать, вам нужен антикоррозийный стеллаж. Либо сохранять это на флотоносце. Как бы не у всех есть флотоносец. Так что этот момент, я думаю, стоит как-то пересмотреть. Пишите свои мнения в комментариях по поводу того, что фронтиры предлагают ввести. Будет интересно почитать. Как мне, так и другим людям. Узнаем, что думает маленькая часть людей, которые смотрят мой канал и так далее. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, друзья, и там больше 1500 видео. Говорю, сколько отснял, что вы понимали количество контента в данной игре, я не учитываю стримы и так далее. Его много, и те, кто говорят то, что в этой игре нечем заняться, ребята, не слушайте их, тут полным-полно дел. Как минимум, сейчас нововведения еще идут, и я просто физически не успеваю все отснять. Работы много. Плюс многие видосы я структурировал в плейлисты. Что это означает? 1/5 всего, что вот отснято, раскинуто по 22 плейлистам. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, вооружение корабельное, вооружение ручное, комбинезоны, как все это инженерить, различные модули, будь то внешние, основные, дополнительные, как это все улучшается и так далее. Но все же общая информация обо всей игре, которую я вам, так сказать, скомпоновал в видео, находится в одном большом плейлисте по элитке. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку. Не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, чего и вам рекомендую. И еще, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся, но там есть некоторые проблемы, нам бы побольше народу, и было бы хорошо. В общем, в Дискорде имеется ссылочка на Дискордик. Там все это дело подробненько расписано, правила вступления, правила нахождения в эскадре, ничего сложного, как минимум шнуры не дергаем, и так далее. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.